Rave Time Machine. Притопай. Что с микро? А так? Раз. Здорово. Блять, вот так и знал, где этот звук дублируется, я же слышу. Тут я думаю, что за хрень? Странно как-то типа звучит все. Тридцать 80 Ti, ядри. Нормально. Поздравляю.
Да. Правда, мне продавец Уилл просто выбесил эти 2 дня. Я сначала ждал, что он отправит уже ее, но потом он сказал, что он не знал, что Авито сжирает 5%. Я ему везде написал, что я ему на карту доплачусь, ему это важно, так важно. А он читал и отвечал раз в день всякую хрень. В итоге утром сегодня он номер свой скинул, я ему доплатил эти 2000 рублей. Блять. Ну я лишь какой-то. Ну мне, там проценты, ну это... Доплати мне, пожалуйста. Ну даже не так, а просто нахнычил. Ну как бы нахнычил. Ну что-то я не хочу. Еще во время оплаты я узнал, что карта без коробки. А он ее выбросил на улице из Европы, чтобы не платить пошлину. Карта на гарантии. Бля. А в итоге как он его упаковал тогда? Типа, ну, уже из того, что ты описал, он максимально ненадежным, мне кажется, этот человек. Что-то я хуй знаю. Да уж. Не, ну есть придурок. Не, просто представь ситуацию. Твоя карта доезжает до тебя, она ломается. Ну, по пути ломается, да? И он такой: ну это, ну, они сломались, поэтому деньги плати. Я что получается? Ничего не получу. Хотя 2000 рублей ты ему уже дал, он так что... Ну, минус видеокарта, конечно. Привет, Акела. Все сработало, PS2, я схавал ручную привязку к клавиш. Мой геймпад 360, посоветую игры на PS2. О, это ты Это ты прям нормально спросил сейчас. Так, сейчас я... Пока пускай вот так стоит. Яйца. Так, какая там была игра? Она мне прям очень нравилась, помню. Такая чисто прям... Супер чил игра была. Я ее ебать любил. Так. Давай вот этот. Она прям мне прям супер нравилась. Приколдесная игра была. Называется она Metal Saga. Охереть, качество дерьмища, конечно. А звук будет? Этот музон.
Аниме, танки, постапокалипсис, пустыни, другие мужики, гаечка, пиздишь о баре, пустынные акулы и Симбад, точнее Аладдин. Ну, наверное, когда-нибудь поменяю. Не, ну тут качество пиздец, конечно. Давай сейчас я найду нормальное качество. Тут ни хера непонятно совершенно, что происходит. Так, ну... Ну, тут, по-моему, норм. Ну, конечно, тоже так себе. Ну, ладно. Короче, рассказываю, про что игра. Довольно-таки интересная, кстати говоря. Игра называется Metal Saga. В мире полная разруха и там прочее. То человечество, которое мы знаем, оно как бы, ну, ушло, как бы, так сказать, в мифы и тому прочее, старые истории. Осталась лишь какая-то технология, но воссоздать ее, ну, сложно, да, там прочее, короче. Единственное, там, чему люди остались уметь, так сказать. Единственное, что люди стали уметь, это создавать машины или чинить старые машины. И после какой-то там войны осталось много техники, дохуя техники. И наш главный герой живет как раз таки в одном из таких городов, который занимается тем, что они чинят старую технику и тому прочее, и, соответственно, с помощью этой же техники они ищут себе ресурсы на пропитание и тому прочее, на существование. И они как-то там назывались, я точно не помню, типа какой-то особый класс людей, так сказать. И по достижении какого-то определенного возраста, в общем, человек, видимо, имеет право на выбор, кем ему стать. Вот этим вот самым ездаком по пустыне, который будет на своем танке, на своей машине добывать всякие ништяки. Или, ну там, стать кем-то еще. Ну и в общем наш главный герой, он говорит, блин, я собираюсь пойти путешествовать, там, ебашить. И в общем ему сказали, иди собирай свою машину, мразь. И вот, побежал. Тут рядом с городом должна быть свалка. Сейчас вон там будет. Там, короче, надо заниматься всяким... Короче, лицензию там получать надо. Там все серьезно с этим. Короче, ты бегаешь, занимаешься бюрократической ебалой. Я там первое время охуевал жестко. Но потом, игра раскроется, я тебе говорю. Да, это JRPG, если что. Но довольно-таки хорошая игра, прям безумно мне нравилась. Я потом, когда получил свою первую машину, а потом после нее и танки, я просто охерел. Типа, вау, это реальность? Это в натуре происходит? Вот, он уже баги собрал, видишь, в свалке. Первую тачку нашел. Его уже мобы всякие там, но не могут ему урон нанести, потому что он в технике находится. Ну, блять, тупо нож какой-то пытается разрезать баги, но это же несерьезно. Конечно, он отхватывает пиздюлей. Это, ну, типа так. Давай посмотрим на такое.
более late геймплей, когда у него будет уже другая техника, такая серьезная. Не паста. Так, самое главное, что я нашел в интернете Need for Speed Underground 2 с озвучкой Совклаб русский. Так, моя мечта поиграть с геймпадом не стала явью. На компе, кстати, нет никаких метров геймпада рабочих вообще. Либо кривые. А тут я привязал клавиши согласно совпадением с клавишей и работает охуенно. Только вот я знаю только две кнопки, газ и управление на стик, но она стала играбельной, ибо на тачскрине тыркать сенсор надо тычками, а на геймпаде можно стик удерживать. Вот. Ну вот так вот, в принципе, ща, подожди-ка. Я прям сам захотел посмотреть late геймплей более-менее, где у него уже будет более-менее толковая машина. Но это уже другой чел проходит. Охереть. Ну и в общем, что меня зацепило по ходу вообще, когда я играл в эту игру, то что у нас по сути, ну вот всякие разные спутники потом появляются, конечно. Но также то, что мы основное, скорее всего, время в этой игре занимаемся именно охотой за головами. По-моему, они так и назывались, вот эти вот челики, охотники за головами, которые вот на своих машинах бороздят пустыню и ищут преступников. А там, блин, боссы такие просто офигенные, просто жизнь, конечно. Ну вот это, конечно, так, я не знаю. Там танки какие-то были серьезные, линкоры, истребители, самолеты, и вообще жизнь, как, блядь, драконы нахуй. Вот смотри, у него танк уже появился. О. Ну это так, на любителя, конечно, игра. На любителя. Но вот еще вспомнил другую игру. Там уже управление прямое, имеется в виду не пошаговое. Блин, вот только шутеры, да? Ну шутер есть один. Мне тогда он казался пиздец ебейшим. Игра называлась, знаешь как? Black. Это просто пушка была. Хотя не так. Я когда в свое время эту игру увидел на PlayStation 2, я просто не верил глазам. Это был просто крышеснос. Графон на тот момент на PlayStation 2, он казался просто нереальным. Советовали эту игру? Что цепляло в этой игре в плане графона, то что вот эффекты стрельбы были смачные, потом вот эта вот смазанность там, вот, например, перезарядки, да, видео, там, типа все искрится, нахуй, вот это вот, при попадании типа смазанный. Смачная такая игра. Но это между прочим, PlayStation 2. Это очень неплохо для второго PlayStation. Это просто, ну, вообще. Реально неплохо. На третьем PlayStation игры так выглядели некоторые, я тебе говорю. Какой-нибудь там Resistance сраный, например. Да, я не особо люблю Resistance. Потому что как дурак его купил, потом охеревал. Типа, на тот момент, когда у меня третий PlayStation был, мне,
Что там было-то? Какие года это были? Ебать, это же вообще... Короче, мне тогда диски редко покупали. И... То есть, покупка вот этого резистанса, это был пиздец. Это типа я в него должен был играть последующие 3 нахуй или 6 месяцев. Я просто в охуевозе был полнейший. Предедер. Блять, долбанный резистанс. Просто вообще. Какая же ублюдская игра была, вообще невозможно. Так. О, нифига себе. Серьезно? Была такая еще игра. Выше сообщение насчет этого. Эксклюзив на плойку не нашел в источниках. Да не, она должна быть. Поищи нормально. Black должна быть, мне кажется. То есть, ну как эксклюзив на плойку? Ну, у тебя же эмулятор на PlayStation 2. Он должен быть. Twisted Metal. The Lost просто. Вот это интересно. В Кармагеддон играть. Играл в детстве? Да, играл, конечно. Я и вот Twisted Metal играл. Не этот, конечно. Блин, я в какой-то Twisted Metal играл. По-моему, просто или второй он был, точно не помню. Но прикол был в том, что я играл этот Twisted Metal на ПК, когда учился в школе. Это был 2 или 3 класс. Vigilante 8, да. Да. Еще был... Как там? 76, там что-то. Блять, как она называлась? Вот ты знаешь, наверное, Дедрик. Вот не Vigilante 8, а какая-то другая была, которая называлась 76. Просто Black называется? Да, да, Black. Просто Black. Тупо Black. Fallout 76. Блять, не. Как он назывался? Блин, короче, давайте попробую просто... Так, давайте-ка пока я вам верну яйца. Destruction Derby. Нет, это вообще не то. Вот именно как Vigilante 8 она была. Vigilante 8. Ну да. Да нет, ты что, с ума сошел? Какой флотап? Вот именно так, чтобы там пушки были, вот эти вот, ты ездил, и там сюжет был. И она там как-то, типа, Route 76, как-то так называлась, что-то такое. Flatout есть на вторую плойку? Нет, она позже выходила. Как будто бы. Короче, на обложке была нарисована машина, очевидно, с пушкой. Не как Vigilante 8, типа вот, вот этот вот автобус там, еще что-то. А прям такой, типа, muscle car какой-то был. Interstate Arsenal, блядь, да! Да. Ебать, ты вспомнил. Ты нашел, типа? Interstate 76. Да, оно, блядь, оно.
Это жесткая хуйня была. Я капец пытался в нее играть. Как же я старался в него играть. Привет, Гудзо. Но это просто невозможно. Пиздец был он. Он очень сложный был. Чего такой хитрый? Да не хитрый. Я просто как-то ностальгирую, вспоминаем игры всякие. Где пропадал? Да так, на работе там. Вчера Макс Пейн проходили. Первого полностью прошли. За 5 часов, кстати, прошли его. Всем привет, с вами Юрий. Блять, всем привет. Так, подожди, давай-ка геймплей. На 76-м. Ага. Ну вот времена были, да. Это были времена для Vigilant. Как переводится Vigilantes? Типа бунтари, отребья, чё? Vigilantes. Перевод. Это было время для бдительных. Типа бдительные. Бдительные. Понял. Всякие сайфон фильтр. Да. Оно. Представьте мое ебало, когда я это увидел в детстве. Я просто охерел. И такой типа фанк. Музыка такая. Что такой? Сидел просто охерел. Modified 73 Porsche Bomanta. Creepers heavily armed. We'll seek mode 4 rendezvous. Repeat, mode 4 rendezvous. I copy you, Vic. Hang tight, baby. I'm on my way. Да, GTA 2 был офигеть такой. А главное меню-то музыка просто, блин, охереть. Да. Блин, что-то прям захотелось в ретро-игры играть чисто. Я вот смотрю на нее и хочется мне поиграть Паразит Ив. А, кстати, вот тоже хорошая игра Паразит Ив. Хотя на первом PlayStation была. Ну, на втором, по-моему, какие-то части Паразит Ив выходили. Было что-то, по-моему. О, Metal Gear Solid поиграть, кстати, еще. Да, типа резика была, но она другая была, скажем так. Она больше как будто бы похожа на JRPG была, что ли, но при этом... Короче, они сделали что-то иное совершенно. Ты мог свободно бегать. Все происходило в реальном времени. Не пошаговая система, но вот эти вот стрельба, атакующие зоны и то, как ты мог действовать, это все было очень прикольно реализовано. То есть там как было, смотри, у тебя пушка какая-то, да? У тебя есть определенное количество патронов. И ты стреляешь, у тебя там патроны кончаются. То есть ты должен учитывать, как сейчас, ну, поступить, там, сколько выстрелов сделать, там, прочее. Ну, такая, типа, прям, ну, более комплексная игра была. Круглая сиська.
Блин, посмотрите, женщина убивает. Шенму играл, да, первый проходил. Это был пиздец, если честно. Я из любопытства решил поиграть Шенму. И знатно охерел от того, какая она. В том плане, что Find my brother. она была, как бы это сказать, довольно-таки реалистичной в плане того, что ты, ну, тупо пацан, который занимается всякой херней, типа ищет убийц своего отца, но при этом не ищет убийц своего отца, а занимается чем угодно, но не поисками убийцы своего отца. Типа, блядь, грузчиком в доках, нахуй. Блин, я никогда не забуду, как я работал грузчиком в этих странных доках. Это просто... Я прям реально как будто бы работал там, я просто охуел, реально, это был пиздец. А потом, когда я посмотрел на вторую часть, я просто такой, ну его нахуй. У меня своя жизнь есть. Ну его в пизду, подумал. Не-не-не-не-не. Жить жизнью другого пацана, типа, ну, другого мужика, чтоб он работал, типа, пизду, блядь. Ну нахуй. Вообще не хотелось. And now get over here. On fire! Old lines are cut. They've got us trapped in the wagon wheel down us south of Wilmot. Sally, reload. Ой, блин, там еще и гонки на погрузчиках эти Anyone, были. anyone. The wagon wheel. Ну, драки еще south of прикольные были, Wilmot. конечно. Eat lead, you jerk! That's just north of here. Let's go. What about the cops? Those ain't fireworks. People are dying. Follow me. Monkey Wrench, this is Stampede. Code Zebra. Some creepers are hitting the wagon with. Блин, мне кажется, что подобную игру могут выкатить в наши дни. В том плане, как, ну, вообще, концепция вся. То, что, типа, дисков, вся херня, классические тачки такие, типа, 80-х годов, пушки на них и, типа, постапокалипсис. Не знаю. Мне кажется, кто-то из какой-то студии глянет на это. Не прямо из крупных, ну, там, игровых студий, а кто-то из инди. Так, Mad Max уже был. Ну, Mad Max уже... Нет, это немного другое, совершенно иное. Mad Max это Mad Max. Подобно Interstate 76, но это же вайб совершенно иной. Ну, тут диско тупо. Ну, не диско, а этот вот фанк. Фанк играет. Вот это. Типа такие. Убиваем людей ради бензина. Типа такая хуйня. Нифига он насрал ракетами. Вот как бы в Mad Max тоже типа убиваем людей ради бензина, но там типа убиваю людей ради бензина, чтобы выжить. А тут убиваю людей ради бензина. Вайб совершенно иной, понимаешь? Настроение совершенно другое. Послушай, как они базарят о том о сём, нахуй, просто пиздец какой-то. It was in the wreckage. That's a shitload of Тут реально какой-то сюжет есть, прям кацан до хера. I don't know. Something real technical. Давай ремастер стоит на PS5. What about cash? Money's a payment. Ну, тут прям какая-то, да, так, типа, ну, около криминальная история, что-то в этом роде.
Ну, прикольная тема. Вообще, интересное предложение. Не, идея интересная. Типа, представьте себе вот Interstate 76 на 5-м Unreal или на Unity насрать вообще. Ну так, чтобы физика была, там, ну, нормальная механика повреждений машины, такая более-менее реалистичная. Так, чтобы ты, например, бронебойные пули взял, расстрелял ему дверцу, водитель умер. И ты можешь там типа залутать штуки всякие из машины. Или, например, у тебя дверь не бронированная, тебе прошивают, и это будет видно, там типа сквозные дыры там. Вообще, да, блин, слушай, ебать, это интересно. Да. А тут еще и вооружение такое, может быть, Of course. тяжелое. Construction. You okay back there? No. Fisher's Field is just the other side of the bridge. That could be a problem. Да, перепрыгнуть каньон, конечно. Перепрыгнул. Такие дела. Прикольно. Блин, вот пытаюсь вспомнить еще одну игру. Вот она конкретно на втором PlayStation была. Тоже японщина, если что. Так, сейчас попробую вспомнить. Короче, описание игры такое. Там ты играешь за механика, пацана, опять же. Блин, тогда была очень популярна у японцев концепция главного героя как механика, который чинит и управляет какой-нибудь сранью типа. В общем, он роботом управлял, мехой. Но не такой мехой прям как, ёпта, Гандам нахера, а прям такой, видно, что он такой кустарной разработки, прям типа рукотворный. Из говна и палок сделаны практически. Так, игра про мехи на PS2. Вот, так, давай поищем. А вдруг найдем... О! Battle Engine Aquila, блин, я помню, играл. Музло перебивает. Так, ну тогда сделай потише. Так, вот, все. Так, Battle Engine Aquila была. Помнится, хорошая. Я прям, ну я и на ПК играл, но она такая была прям, ну, увлекательная. Сейчас покажу, как она вообще. Ну это шутер, по факту. Ёпта, я захотел в нее поиграть? Это... Lost Toys. Да, блин. А ну. Ну не та игра, о которой я говорил. Сейчас мы ее найдем. Но глянуть захотелось на эту тоже. Игра вот эта довольно-таки любопытная была.
То есть, как это? По сути, по факту, ты в каждой миссии находишься в какой-то, ну, в каком-то сражении таком жестком. Это как если бы ты был бы героем, каким-то героическим юнитом какой-то стратежки. Блин, она была довольно-таки сложной, помнится. Я прям потел как мразь, помню, на последних миссиях. Была Call of Duty. Тогда Call of Duty про Вторую мировую была. Ну, геймплей. 4К, кстати. На Windows 10, между прочим. Тренировочный уровень. Короче, нахер это тренировочный уровень. Нет, он будет длиться до все это время. Привет, экономки. Ну, третий код был, по-моему. Да, был. На втором PlayStation был. Причем он был, по-моему, эксклюзивом. То есть, третий код долго не появлялся на ПК. Или до сих пор не появился, я точно не помню. Ну тогда я помню, был негодуя, что третий код не мог поиграть. Блин, в одно время я прям любил поиграть в Call of Duty. Первый, второй. Причем играл по очереди с отцом. Причем еще батя все время говорил: да не так ты играешь, да я покажу там. Да. Код 4, конечно, революция. Ну да, Modern Warfare был прикольный. Ну причем, как, все, сука, про Вторую мировую игры были практически. Я просто охеревал реально. Блин, очередная игра про Вторую мировую. Ну ебаный в рот. И тут, Modern Warfare, про современные какие-то военные конфликты. Я такой, вау, ништяк. А там сюжет еще. А какие сцены были поставлены в плане, скриптовых сцен. Блин, было круто. А потом второй МВ, третий. Ну и потом мы знаем, что случилось. Все превратилось в конвейер. И лично меня она просто, я от нее устал. Battlefield 2042, сейчас помню, до сих пор на этом говне выезжает. Блин, вот, сука, в то время просто Medal of Honor сраный. Ну, как сраный? Сраный в контексте того, что все игры были про Вторую мировую. Battlefield, Call of Duty. Что еще было про Вторую мировую? Day of Defeat. Я уже устал, там так много игр было про Вторую мировую, вот, в начале нулевых. Это просто ёпта. То есть, вот, в нулевых годах, так сказать, до 10-го года, просто, блин, огромное количество про Вторую мировую игр было. Я вообще охерел, блин. Как будто бы, это... Я реально не понимал. Это было ужасно. Блин, одни гандамы, кстати, пускай играют. Да. Японская, давайте напишу. Японская игра про мехи на PS2. Но опять же, все эти сраные гандамы.
По-моему, оно. О, я, кажись, нашел. Ну-ка. Steam Bot Chronicles. Да, ебать! Я эту игру очень долго искал, кстати. Ну как, просто вспоминал о ней, скорее всего. То есть такой на пассивном поиске находился. В плане, типа, я такой сижу и такой, блин, как она называлась? А как она называлась? Потом что-то немного наберу в поисковике интернета. А потом, ладно. Сейчас покажу, как эта игра выглядит. Блин, это реально была крутая игра. У нее даже русификатор был какой-то. Да. Никаких русских. Ур. Бабки. Убил? Ну это типа так. О, босс-боссу. Привет. Босс. Корабль. Так. Пока, Кел. Ну, в общем, я игры тебе порекомендовал. Эти игры были очень крутыми, я тебе говорю. Зацени. Блин, я прям хочу вот эту игру теперь поиграть. Блять, он трубу снял просто. А кораблю норм? А нет, ему не норм. Он прям взорвался. Альбом дропнул, послушай его, пожалуйста, на моем аккаунте. Чё дропнул? Так. А как к тебе зайти-то вообще? Просто скинь ссылку, наверное. Простыл. Блин, выздоравливай. Заболевать вообще не клево. You did it. Хочу показать город. Так, он что там? Он в город. Блин, эта игра мне даже снилась когда-то. В том плане, что я очень долго грезил о нем. Что поиграть типа хотелось. Микро погромче. Да за что? Ты доблестный геймер, спаси свой народ сквозь киберпространство, победе вперед, Анбосли Рефи. Спасибо за фолл. Я надеюсь, это не бот. А то ник какой-то такой странный. Что-то я начинаю подозревать, что это бот. Ладно. Вот он в городе, кстати. И тут, видимо, из-за того, что ты находишься в таком густонаселенном городе, вся херня, они сделали как? Они ограничили, короче, возможность ходить на роботе где захочешь. И сделали его как маршрутку просто. Ты на роботе, когда в город заходишь, можешь
просто указать точку, куда ты хочешь пойти. Ну, там парковку какую-то. И дальше уже пешком можешь, да, вот так вот походить где угодно. Да, кстати, у главного героя в этой игре может быть диарея. Видите, он за живот держится. Если он не вылечится, не найдет таблетки, то он обосрется жестко. Меня это тоже жестко удивило, помню. Да. Шучу. На самом деле, я не знаю, у него, наверное, мало хп просто. Да. Блин, я захотел поиграть в нее жестко. Прям очень захотел. Прикольная, походу. Так. Зашел в Discord сервер. Окей. Сейчас позайдем. А, я же хотел погромче сделать. Second floor to the left. Может, я просто потише все сделаю, а сам останусь так же. Гей-футурист. Футурист. Блин, я чуть было не прочитал как фурист, типа фури. Nice to meet you. It's a pleasure. Welcome to our home. I found him passed out on the beach. Oh my. Are you all right? I am now, thanks. Okay. Блин, там мемы раскидали всякие, оказывается. Что-то не заходил. Да блин, это походу бот был, который зафоловился все-таки. Да. Так, ладно. Не, все-таки я хочу поиграть в нее. Очень хочу. Эх. Кстати, может быть сегодня... Хотя... Вот прям настроения не было, по идее, играть во что-либо. Вообще не было. Но вот сейчас глянул на эти вот, блин, прекрасные игры, и что-то прям настроение такое. Да никогда не будет хойки. Never. Вот бы открыли якутский сервак 1.6. 1.6. А по-моему, что-то было. Посмотри, Арканунг, в этом в описании под плеером внизу. Там сервак был какой-то. Блин, забыл название просто. Как он назывался? Вечерних каток не хватает. Да. А, вот Терра. В Терру, ёшкин кот, Терра ЕКТ же была. У них, ну, типа сайта нет, но есть этот... Да, не работает, но есть Discord сервер. В Дискорде. Они там что-то мутят. Играют иногда. Блин, а как он тут... Подожди, что? Как он его сделал? Сервак МБ. Играй за Польшу, выйти между море через... Видите? Ну, пока так фойки. Да не знаю, короче, мне вообще не интересно это вот Михаил игры вообще. Вообще. Поэтому все, что касается Михаил игры, это, ну, это чисто словесный понос. Я реально вообще никак не... Вообще никак не воспринимаю эти игры.
Пытался Геншин Импакт полюбить, но вообще ни в какую. Не смог. Не смог. Музончик какой-то включить. Окей. Блин, какая еще игра была? Короче. Все. Я прям загорелся на этих выходных. Запущу стрим по Steamботу, скорее всего. Или Metal Saga. И потом ёбну по ним обзорчик. Как однажды сделал обзор на Mega Man Legends. Да. Надо бы какой-то осмысленный нормальный контент в плане, видео на YouTube выложить. Хочется. Торты такая бяка. Прикольная тема. Я готовил морковный торт. Классный. Хотелось бы повторить его готовку. Надо бы. Это легко, прям хорошо. А, вот ты показал свои ебала. Держибан, сука. Сало? Не, вообще не люблю. Я пытаюсь представить, с чем вообще кушать сало, в плане, с каким блюдом он будет норм. Прям типа вот вообще оно, типа, знаешь. И как-то из стереотипных каких-то вот таких побуждений, ну точнее, этих самых образов, так сказать, из старых фильмов. То, что вот, например, сало там, кушают с крепкими напитками, так сказать, с водкой там, например, и тому прочее. Я так попробовал однажды, и вообще как-то не то. Ну и, конечно же, так просто сидел в те или иные моменты, кушал. И ни разу вообще так себе. Ну там с хлебом, да, типа, и так далее, но... Ну, по моим воспоминаниям, она мне не нравилась. А если сейчас попробовать скушать, то не знаю, может быть прикольно. Может быть и прикольно. Блин, еще какие-то же классные игры были, вообще не помню. Как вам такое? Hello everyone, welcome back to another video. This follow along stretch will be a pretty relaxed stretch focused on the quadriceps as well as a nice back stretch at the end of this video. You will want a foam roller for this practice as well. So once you're ready, go ahead. Hello everyone. Блин, да. Охереть, что там. Да, на этот канал не стоит заходить на стриме, это точно. Это жесть какая-то.
Что-то прям сегодня ностальгируем и офигеть, кого показал. Такого помните кто-нибудь? Видели такого? Boy, leave it out. It was cool. Like Evil Knievel. You boy! Present, miss. Don't you present miss me. Sit down. Oi. Right this minute! All right. Blimey. Прикольно сделано вообще. Смотрел на этом, на 2 по телеку. Ну, мне как-то вот это вот цепляло, то, что они стоп-моушен анимацию, типа вот этим вот, ну, глиной и реальные кадры совместили. Прикольно же сделано. We happy now? Who do you think you are? Well, I asked Хотя, скорее всего, это 3D, да, наверное? you. Ну, ну Who прям do you как think you будто бы are? What's the matter, boy? прям No очень smart качественно. answer? You really can't tell me anything about who you think you are. Never really thought about it, miss. Well, then you'd better start thinking about it. I want a 10-page essay titled Who Do I Think I Am on my desk by 9 o'clock tomorrow morning. And if it's not done, you'll be doing physical lunges with Miss Griffin every evening for the rest of the week. Oh, miss, that's not fair. Life's not fair. Так. Я вот смотрю на это, и все-таки мне не нравится все в этом. Надо бы не full копию сделать рабочего стола, а как-то попроще, что ли. Короче, как-то так сделаю. Хотя, погоди. Так. Внутренняя тень. Что из-за этого я не... Так, сейчас.
пускай он будет прямой. А этот монитор сделаем больше. Он слишком маленький. Я уверен, прям ни хера не видно, что я показываю на этом маленьком мониторе. Так. Поднимем немного вот эту тему. Вот так вот. Окей. Так, центруем. Так, подожди-ка. Кубер-класс уберем. Так, еще больше сделать, наверное. Давайте стол удлиним просто вот так вот. Так, старый тень удалим. Вот. Пускай так. Вот так получше. Так, давайте-ка кропнем. Погоди. А что так странно? Вот. Так, этих уменьшим. Надо будет еще смайку поделать. Угу. Ну вот уже как будто бы в порядок привели, да, место. А то все было как-то вообще не так. Дорсу. Так. Давайте его позади монитора поставим. Вот так. Окей, уже да, надо бы как-то это теперь. Вот тут как будто бы чего-то не хватает. Может вместо зеркала что-нибудь другое поставить? Например. Дай-ка там.
Так. Сейчас я там на стол положу кое-что. Да. Пойдет. Только немного перспектив поменяем, наверное. Угу. Так. Так вот, где-то тут пускай валяется. Подкинем ему тени. Блин, а чё так странно? Так, значит, да. Тогда давай-ка я тебе попробую отредуктировать.
понял. Так, понял, почему так тупит. Не, он все равно так делает. Ладно, тогда попробуем. Блин, что-то... Тогда возьму саму эту хрень. И как-то из него постараюсь сделать тень. Хрень, тень. Хрен на тень. Потому что это тень. Тень. Хрена тень. Так. Ага, понял. О, вот так вот как-то он выглядит намного лучше. Во! Окей. Не идеально, конечно, но очень даже неплохо получилось. Так. Logitech. Геймпад пускай валяется тут. Вот тут что-то надо добавить. Как будто. Лучше пока вот так вот сделаем. И вот так. Все. Хорошо. Пойдет. Так, теперь вот это надо поменять. Так, видеозвонок, WhatsApp. Да тётя, посмотрите.
О, пойдет. Угу. Ну, примерно, пускай так. Сейчас. Надо как-то... Блин, вот был бы телефон на подставке, типа. Сейчас, короче, я беру... Так, вектор переведу вот эту картинку. Понял. Тогда... Ну ладно, давай так. Вот так вот сделаем. Насрать. Потом вот так. Это беру. Бэкаю. Возвращаем. Так. Привет, Фришмит. Здорово. И тут, я думаю, тень будет нормально, без говна. Painting. Это Coral. Это Coral. Ой, ёпта, уёбищная тень, конечно. Так. Все приходится делать самому, как говорится. Ща. Новую вебку хочу поставить. Короче, вот это вот есть. Вот, видишь, вот этот пиздец. Но... Что мне не нравится тут, это вот это вот второй монитор. Ну и основной монитор маленький очень. Короче, решил не ударяться в точное воссоздание моего рабочего стола. А так, ну, монитор побольше, поближе. Чат будет таким. Так, вот. Чат будет таким. Ну так, решил в порядок привести это место. Так, немного это дело все сейчас подправим. Центр такой, да. Блин, чат, наверное, стоит сделать поменьше все-таки. Все-таки людей у меня немного сидит. Пускай так. И увеличим его в объеме вот настолько. Окейушки. Вот примерно вот так пускай будет. Так, продолжим с этим.
Угу. Угу. Так, вот тут буду я. Макс Филат. Так, вот тут будет мой никнейм. Ага. Вот было бы еще прикольно поставить реальное время якутское, типа, знаешь, вот здесь вот в углу маленьком. Но это, скорее всего, надо будет отдельным этим. Приколдесом ставить. Так, ладно. Сейчас. Чутка увеличу. Угу. Так, что мы тут делаем? Давайте-ка я возьму, перерисую вот эту тему. Эх ты, подонок, ёб твою мать. Ты можешь просто не существовать в этом мире? Да, спасибо. Ну ладно, хотя бы, блин, существуй, но в каком-то приемлемом виде. Вот. Сверхтонкий арбелис. Вот. Так, подождите. Да че это трайхардят, делают маленькую хрень. Главное, чтобы очертание было. Че я парюсь-то реально? Вот так вот. Быстрый скоряк, хорошечно сделано. О, отлично. Так. Вот так. В итоге получилось тоже неплохо. Так, вот так вот пускай будет побольше. Так, вот это. Блин, продолжает райхардить ведь. Так, ладно. Пускай так. Сейчас интерфейс WhatsApp. Создадим. Скорее надо перекрыть вот так вот. Угу. Все. Так, это... Вот, отлично. Теперь это можно не трогать, в принципе, хорошо выглядит. А вот это супер уебищно, только заметил. Так, сейчас обрежем. Ага. Так.
Вот, окей. Дальше тупо вставляем наш хромакейный цвет прямоугольником вот сюда. Угу. Так, тут ну, это не обязательно WhatsApp должен быть, да, правильно? Так. Так. Угу. Так. И какой это шрифт вообще? Так, как будто бы что-то типа... Да, это Колибри, походу. Не он, но похож, в принципе, похож. Или может все-таки это что-то типа... Да, но это робота, да? Да, это робота. Как будто бы он, но... Нет, это он. Это он. Ну, как будто бы что-то вот такой вот плюснутый чуть-чуть. Окей, дальше.
Угу. Давай. Угу. Так. Дальше какого-то такого более темный, да? Во. Так. Что происходит? Да, так улучшаю вот этот вот интерфейс, так сказать, оверлей. Хочу увеличить его, сделать получше. Вместо зеркала теперь веб-камерой вот будет телефон на видеозвонке. По-моему, идея годная. Что там еще было? Блин. Так, по-моему, придется это рисовать. Пожалуй. Это easy. Батареечка готова. Угу. Так.
Да ёлпала. Так. Так проще. Угу. О! Нормалдосики. Так, ты чё кривой такой? Как будто бы окей. Больше ничего не надо. Хотя... не. Давай попробуем. Так. Тени добавить надо. Так, сохраним проект. Надо чаще сохраняться. Кстати, монитор пространство-то есть еще. Надо увеличивать максимально. Пускай он будет максимально близко. Давайте. Телефон, он, конечно, не может быть таким. Или может. Давайте увеличим его еще. Ну, пространство позволяет. Есть место. Воспользуемся. Да, вот все. Да. Мне так больше нравится. Прям вижу, что да. Валинский. Так, подожди, не то. Обрезал. Так. О, все. Сохраняем. Угу. Так. Давайте монитор подвинем чутка вот сюда. Так. Давайте сгруппируем. Раз. Так. Сейчас это тоже сгруппируем. Положим обратно. Угу. Так, раз, два. Ага. Так, ровно, чтобы они друг от друга вот. Во, видите, да? Пространство есть еще. Так, тогда беру вот это, двигаю сюда. Это чат. Это чат. Тут контент. Так,
увеличим. Хотя, погоди. Чат пускай остается на своем прежнем уровне размера. Блин, все-таки его куда-то позади поставить, что ли? Так, подожди-ка. Эй, просто удалю тебя. Жизнь мешается. Так. А вот это вот просто немного увеличу. Подвину сюда. Пойдет. Так, далее. Что я хотел? Дальше я хотел вот этих увеличить. Вот, примерно вот так. Вот. Вот уже. Годнотно. Существенно увеличил размером монитора. Ну, типа, как было. Вот, да? Это вот как сейчас есть, типа, да? О, я этот оверлей сейчас делаю. И вот во что я его потихоньку превращаю. Уже что-то более-менее такое прикольное начинает получаться. Сейчас вот это еще надо вот так вот увеличить. Потом это сверху все обрежем. Да, да, вполне, окей. Насрать то, что телефон слишком большой, там, ну, в плане реализма, там, прочее, но в качестве именно как вебка размер вполне сносный, считаю, хороший. Конечно, хотя... Давайте выкатим это дело. Сейчас доделаю кое-какие детали. В плане тени добавлю. Группировку. Вот так вот. Четко подправлю. Так. Все. Вот тут тень нужна. Как мы это сделаем? Берем. Разгруппируем. Создадим очертания. Так. Потом это у нас превратится в тень. И как мы это будем делать? А просто отзеркалим. А так просто не получится, потому что криво сделано. Ладно, давай попробуем тогда чисто по функционалу самому попробовать это сделать. Так. Так, вот тени, да? Угу. Ну ты насрал, конечно. Так. Он. Так. А тут как сделано-то вообще? Подожди. Как я это делал? Он просто...
Что-то я не догоняю. Внутренняя тень, блок с тенью. Понял. Вот теперь все встало на свои места. Вот теперь сейчас будет все хорошо. Вроде бы. Но нет, не стало. Угу. Так, давайте еще пониже сделаем. Так, чисто для галочки, чтобы было видно, что он тут. Так, мягкое освещение. О, все. Так. И это же, конечно, тоже. Уберквас. Так. Делаем мягкое свечение. Так, вот этот вот прям такой получится, да? О, нормально получился, кстати. Угу. Так. Не, погоди, пока рановато. Вот так пускай будет. Немного так. Так, и скорее всего вот это вот надо будет нам
Как это, блин, работает? Подождите. Ага. Допустим. Подожди. Ага, все понял. Все понял, как надо делать. Так, беру эту вот так. Так, сейчас. Угу. Вот. Хорошо. Блин, тут банка суперкласса. Ой, зря я эту херню затеял. Короче, вот так вот просто сделаю. Насрать. Угу. Так. Что бы еще такого добавить? Вроде все, да? Потом надо будет новогоднюю тему сделать, по идее. У кого как вообще с новогодним настроением? В этом году как будто бы народ прям заряжен встречать Новый год. Магазины, люди, там вот эти вот блогеры, тиктокеры, всякие вот эти вот такого рода контента люди, они очень много вылаживают контента из разряда Новый год, новогодние там какие-то блюда и там прочие штуки, и так далее, так далее, так далее. То как будто бы вообще нормально, да? Хорошо считаю. Так, теперь давайте как сделаем. Беру вот это, все. Копирую. Переходим сюда. Весь этот калский бред удаляем. Добавляем. Так, вот здесь, наверное... предсказка. Вот это стрим скоро начнется.
Че, как дела? Как пятница? Как рабочая неделя прошла? Как она? Нормально, это хорошо. Это реально хорошо. Да? Блин, куча народ пересаживается на 3080. Вот сегодня токарь писал здесь в чате, что купил себе тоже 3080. Только у него TI. Заказал, говорит, там все дела. Все уже там едет. Едет машина, едет. Вот. Наступило время. 14600 еще. Круто. Мне бы тоже процессор бы обновить. Блин, мой процессор, он супер старый. Надо бы его прям... Да. Ну, блин. Ну а чё, прям хорошо же, да? Правда, вот не понимаю, что там меняется. Вот фон какой-то двигается. Вот это... Ай, подожди. На свидяха беда, она прикрывает PCI Mini, а в него воткнута сетевая карта. И мне придется либо переходник на мини искать, либо опять патчкорду накрывать. Не, сетевую карту надо как-то это. Ищи переходник. Переходник. Или. Ну да, других вариантов особо-то и нет. Придется переходник только искать. Что по качеству? Ну это ж переходник, типа. Думаешь, сгорит? Серьезно? Так, есть Так, по мини нету. Есть переходник на видеокарту, чтобы с ее материнку убрать. Кстати, телефон сбоку, но он дорогой падал. 7 косарей. 7, блять, косарей. Ебать. Ну 7 как-то многовато, да, соглашусь.
Так я чего-то не вдупляю или как вообще? А. Так, ну-ка посмотрим, что по размерам. Вот где-то маленький говнопиксель в 51 вышел. Где? А, нашел. Так, эта картинка сместилась, оказывается. Блин. Во, так, и чё? Тогда с этой стороны вышел, да? И у нас все идеально, отлично. Так. Ну, картинка как будто бы вот чуть-чуть сместилась опять тоже что-то тут. Так, что там? 380 еще толстая такая. Да, она очень здоровая, блин. Я когда увидел его, я охуел реально. Когда его пытался установить, я реально боялся, что он просто не влезет. Просто не влезет. Я прям типа подумал, типа, твою мать, чисто из такой тупой причины я не смогу, типа, ну, опробовать 3080 на своем ПК. Но слава богу обошлось. Как же я помню, охуел от его размера просто. Жизнь он здоровый, конечно. Да. Но он у меня чисто на добром слове держится там. Чисто на добром слове. Кошмар. Мне даже стрёмно стало сейчас. Наколхозим что-нибудь, да. Он у меня на добром слове из одного маленького болтика, который прикручивается к корпусу нахуй. И сама видеокарта, она поставлена, ну вот получается, в материнку вот так вот воткнута. То есть вот это все вот воткнуто вот так в материнку, и вот тут вот накручено в корпус. И все, это все, что держит эту дуру огромную. Я сейчас так призадумался об этом, и что-то некомфортно мне стало немного. Блять. Что-то вообще не круто. Что-то вообще не кайф. Вот и все, да? Ладно, хоть створка стеклянная на корпусе закрывается. Блин, у меня нормального корпуса никогда еще не было.
То есть у меня все корпусы, это, ну, блядь, открытые сбоку, слева, там. А так, чтобы вот эти вот корпуса с этими, блин, стеклянными, там, с неоновыми подсветками, вот это вот. О, нет, конечно. Да, такого не было никогда в моей жизни. Дешманский корпус. Не, но все равно ж там что-то у тебя стеклянное. То есть ты видишь этот корпус прям, да? Створка одна стеклянная. Ну вот, это уже довольно-таки неплохо. А у меня она такая... Да где ты, падла, упирай... ну увидел тебя. Блин, все, балдеж. Только вот, сука, почему... Так, ладно, отсюда возьму. Иди отсюда. Вот этот беру, вот этот удаляю, вставляю. Идеально. Так. Ага. По пикселям. Все. Класс. Так, что еще можно придумать? Так, пока давайте вот это вот дело мы вытащим. Заменим наши оверлеи. Даже подсветки нет никакой. Нормально. Ну, это такая, конечно, вообще ненужная штука. Чисто ради какого-то, ну, визуального кайфа нас, конечно же. Так, это у меня что? Chilling zone? Да, и спать мешает. Не, это факт. Если ты в одной комнате с компьютером, то у меня даже бывало так, что просто, блядь, пиликанье вот этого вот сраного монитора. Бывает же, да, типа, она такая тык, тык, ну, мигает чуть-чуть. То есть я обычно просто лицом к компьютеру не поворачивался, когда просто спиной к нему лягу и все, типа, тогда он мне не мешает. А так обычно даже такая маленькая хрень меня раздражала, драконила безумно. Так, а если еще и это вот прям как елочная, как елка просто новогодняя будет стоять, светиться, ты ж пиздец ебанешься смотреть на него. Вообще что-то не по кайфу на самом деле. Такое себе удовольствие. Не, конечно, так вообще вот будешь сидеть смотреть нормально, но я уверен в том, что есть такие нормальные хорошие корпуса, продуманные, которые можно ну, врубать подсветку. Просто нажимаешь, тик, и он все перестает. Так, ну чё, позырим. Ля. О, смотри, как влитой прям сразу. Видеозвонок со мной. Так, ща. Предпах. Так, ща. А чё, нормально так придумал, да? Неплохо, да? Так, окей. Чат.
Посмотрите, вот раньше какой он маленький был этот размер монитора. Пиздец же, да? И вот, к чему мы пришли. Вы гляньте. Красота. Не вижу. Угу. Нормально, пойдет. Окей. Так. Теперь чат. Так, смотрим на размер окна чата. Это у нас 367 на 300 430. Так. Понял. Просто, короче, 367 пишу на 434. Так. И чат встает как влитой. Так, напишите-ка что-нибудь. Алло. Это я. Напиши мне. Забавно вообще. Типа я на видеозвонке. Так. Угу. Так, теперь посмотрим на этот экран. Опачки. Угу.
Блин, мне прям нравится. Хорошо сделано. Нормально. Так, вот только чат. Сейчас вот тут. Да, надо бы теперь мобилу-то отдельно сохранить как вебку. Вот этого я не сделал. Так, вебка 2 пускай будет. Погоди, как? Угу. Как будто бы в эту сторону, да? Да. И повыше. И вот так вот чуть-чуть. О, окей. Окей, окей. Блять. Так, вот это вот так вот.
Нормально. Нравится, нравится. Отлично. Все. Так, что дальше еще можно сделать? Что еще, что еще? Да пока как будто бы все. Что, давайте поиграем? С творческой деятельностью, можно сказать, закончили. Гудзон. Чё Гудзон совсем что-то? Привет и уходишь. Что там у тебя творится в жизни вообще? В делах? Да. Типа. Короче, смотри. Как, а? Я тебе звоню, видеозвонок, между прочим, видишь? Видеозвонок. И чат, видишь, какой стал? Нормально. Хорошо работает. Когда уже не у компа. Топ в МСК, снежок выпал, тепло. Ля. Такое новогоднее настроение. Офигеть, что творится с людьми? Меня это удивляет. Ну, это хорошо, но при этом удивляет в том плане, что в этом году люди прям охереть, чуть ли не с октября вот этой вот новогодней темой типа страдают. Магазины, всякое такое, там давно уже чуть ли не вот в этих новогодних теме, типа все. Да, очевидно, что так. Походу, да. Да. Все хотят поскорей. Да. Бля, надо бы купить елку, кстати. Надо бы купить елку. Да, надо купить елку. Да. Ё-моё. Так, да-ка что-нибудь новогоднее включу тогда. Они дешевые. Я же в прошлом году в первый раз купил и поставил охуенно. 1003 огромные. Блин, прикольно. А у нас тут коммерсы кошмарят. Дорого очень. Хотя, может быть, найду что-нибудь нормальное. Ну а чё, кстати, Гудзон, вот на этих выходных прям поставь елку. А хули в натуре? Гирлянда, елочные игрушки, все дела. Рано? Рано. А когда думаешь, самое время? Когда вот прям оно будет? Недели за две. Недели за две. 25 ноября. О, нихера себе, уже 25 ноября. Господь, Господь. Ну, в Москве еще 24, конечно. В Ашане. Ну, у нас Ашана, по-моему, нету. Хотя хер его знает. Нету. Не должно быть. Сука, календаря нету. Так, давай-ка я так. Календарь.
Так, мы позырим. Календарь. Что-то на год вперед забегает, 24 написал. Так, сейчас 25 ноября. А, да? У меня на следующей неделе день рождения, оказывается. Уже на следующий день... Блин, сколько мне лет? 1 декабря 91-го. Блять, иди нахуй. Блин, почему Яндекс так жестко тупит? Он говорит, что мне 30 лет. Яндекс поисковик. Не, ну, по-моему, мне 33, если не ошибаюсь. Калькулятия. Возраст человека, родившийся в декабре 91-го. Ой, в смысле? Погодите, а что за бред? Да не может быть, чтоб мне 32 исполнилось, типа. Я думал, мне 33 исполнится. Не, ну выглядит достоверно, как будто бы. 31 мне сейчас. В декабре 32. А как так? Бред какой-то. Почему мне... Хотя как будто бы и правильно, подождите. 31. Не, хотя нет, неправильно. Или... Сейчас, подожди, сейчас 23-й год, да? Я родился в декабре... Да не, мне 32 должно быть. Хотя я в конце прям года родился, 1 декабря, получается, 1 декабря. 1 декабря. Ну ладно, подождите, а если... Подожди, хотя... По-моему, что-то не то. Блять, сколько мне лет-то? Так, может быть, другой калькулятор меня прям нормально посчитает. Так, дата рождения. Так. Да, в смысле, серьезно, мне реально 32 только наступит. Не 33. Да, серьезно? Да уж, повод для шуток появился. Я, короче, также вот задался вопросом как-то раз в этом году же. Прямо, ну, вообще недавно. Где-то месяца 2 назад, может быть. Или месяц назад. Короче, прикол в чем? Моей жене сейчас... Ну, столько-то лет.
В общем, у нас... Ну, она считает, что у нас большая разница в возрасте, так сказать. И она говорит, что я, типа, по сравнению с ней малолетка, типа. Ну, тогда рофл был в том, что я посчитал, что как будто мне, ну, исполнится 31 год. И она говорит, типа, почему у тебя каждый год 30 лет? Ты чё, нахуй, бредишь, что ли? Да, она старше меня. Ты чё, бредишь, нахуй? Ты чё, сука? Как тебе может быть 30 каждый год, нахуй? Ты чё, блин? Получается, мне 31 сейчас. И 32 будет. Молодой муж, получается, да. Получилось, что так. Да, надо будет обрадовать жену. Так, чё? Что-нибудь поиграем? Есть одна игра, которую заценить хотелось бы. Называется она... Хордосис. Что-то такое. Непонятное название, конечно. И это вроде бы хоррор. В общем, давайте заценим. Или нет? Походу нет. Ну, я, короче, демку с их официального сайта пытался скачать, и борода. Не работает. Надеюсь, оно... Может, что-нибудь такое, другое. Да, вот хотел заценить эту игру. Называется Last Fate. Да ёпта, игра, я ничего не... Это... Это прям...
Походу игра из разряда чего-то крутого. Прям хоррор. Так, показывает здоровье врагов. Показывает урон в цифрах. Давай, ладно. Сейчас сатану призовешь аккуратно. Так, подожди. Есть же гей... Пад. А гея нету. Так. Так, окей. Русский. Так. Управление, клавиатура, геймплей. Окей, тут все окей. А, ну да. Так, сейчас. Во. Так, Нолан на связь. И у нас тут игра под названием Last Fate. Стрелок, звездочет. И чё? О. Окей. Задира. Жизнь, легкость, разум, сила. Ну, типа маг, стрела. Давайте возьмем, наверное, мистера Разбойника. Стрелок интересный им тоже. Ладно, Разбойника возьму. Разбойник как-то ближе. Мне кажется. Обычно в таких играх всегда ловкачай. Окей. Даже The old ways are diminished. Only corruption and deception remain. But one rises above all others, ну прям falsely Dark claiming Souls. salvation. They gather disciples to take Не, но именно all в for теме themselves. начального ролика. Там всегда какая-то такая бабушка или женщина что-то говорит. And those who defy this Именно deity таким тоном. suffer. They become servants to pain, imprisoned in solitude, barely Так мы за existing. заключенного какого-то играем. Yet only those who have been chosen possess the gift to reclaim what has been taken by the unworthy keeper. У них блат какой-то есть, почему не могут требовать это? А, убили. Only they can commit to Только они such a могут взять на burden. себя такую ношу. Давайте-ка я буду читать. If they are able, Если не преуспеют, their их pledge обет shall be будет rewarded. вознагражден. With salvation. Спасение. Храм свергнутых богов. Опа. Так, окей. Сразу поменяю управление. Геймплей. Движение игрока. Кнопки направления. Вот. Лучшая кнопочка мне показала. Или все-таки аналога, да? Ладно, ну даже так. Дневник заключенного. На сердце у меня тяжело, в отличие от избранных, я не выбираю, кем стану.
Что-то завладевает мной, и быстрое обещания, годами ломавшие нашу жизнь, теперь, скорее всего, бесповоротно нарушены. Сердце не Крукса стремилось спасти нас всех. Ни хера непонятно, но очень интересно. О, перекатики есть. Прыжки. Мутировавший товарищ. Окей, пока прикольно. Довольно-таки хорошо. Нажмите, чтобы... окей, ага. Понял. Хорошо. Так, цепляться за выступы мы умеем. Это радует. Можно вот так вернуться. Целительная инъекция. Мягкий знак не предусмотрен. В сделку не входило. Сдается мне, для этих ворот нужен ключ. Окей. Найдем. Так, еще целительная инъекция. Для всех этих ворот нужен ключ. Мать твою! Ну ладно, первая коцка пошла. Так, а тут есть секретные сцены? Что-то думаю. Ну, кстати, что-то типа душ есть. Или это валюта? Пока непонятно. Там 25. Какой, Выстрелил, убежал. Демиоксидные пули. Так, а как хилиться? Правая и левая рука. Так, предметы. Целительные инъекции поставил. Окей. Курками. Ладно. Вроде к управлению привыкнуть можно. Так, нажмите, чтобы взаимодействовать с алтарем. Это позволит вам сохраниться, впоследствии телепортироваться в эту локацию. Хорошо. Это Metroidvania. Да, это Metroidvania. Ну и сам главный герой очень похож на Алукарда. Даже анимации почти такие же. И Симфония ночи. Очень похоже. Блин, мне нравится Симфония ночи, так что мне пока то, что я вижу. Да. Осколок голубого гемоглиф. Так, голубой гемоглиф — это восстановит весь потерянный фокус. Но зачем? Я потерял фокус. Даже заряженные атаки. Да, не ваншотает. Вот, тоже ключи нужны. Хилок прям нормально у нас.
О, кажись, босс, да? Нет, пока нет. Видно. Хорошо. И как будто бы слева тоже чуть-чуть открылось. Ага. Так, давайте-ка я проверим, что там слева у нас. Какие изменения. Никаких. Окейушки. Тогда пойдемте. Там дальше, скорее всего, босс будет. Я прям в этом уверен. Здоровый, конечно. Ах ты ёпта! Ах ты ёпта! Я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Да ну я туп! Как же я туп умер? Вас поглотил Микрукс. Кто это? Ху? Блин. Как же я глупо умер. Ну ладно, он легкий. Сейчас. Как же я нелепо и просто умер. Так, а мои души, да, на месте. Погнали. Let's go. Блин. Попробуем не привыкать. Бля! Бля! А, фак! Ай-яй-яй. Да блин! У меня хилки кончились, сука! Ай, да он же легкий, сукин сын, по идее.
Ну окей, ладно, игра. Хорошо, ладно. Игра не кошмарит в этом плане. А так было бы довольно-таки по-ублюдски, если бы мне пришлось бы все время фармить хилки. Только шли. Все, сейчас победный. Тут перекаты кадр не дают вообще, если что. Они просто дают мистику прокрутиться в нужном месте. Сука! На! Инфекция вылечена. Стигма передышки. Сила врагов прихода Юнос начинают просачиваться в наш мир и могут воспользоваться жертвой приходского террора. Стигма позволяет провести жестокую контратаку во время поглощающего врага. Окей. Надета стигма, чтобы поразить атакующих врагов временно. Так. Стигма есть. Подожди. Так она надета? Надета. И чё на финал? Блин, не те кнопки. Не понимаю. Ох ты, боже, это так тупо. Мне надо зажать верхний курок и потом... О, это такое. Ладно, попробуем. Оно еще что-то тратит у меня. Заряженный паломник говна, я умер. Окей, игра такая прям. Шипы прям не прощают. Неплохо, неплохо. Чё? Так, особняк семьи Оксневиль, храм свернутых богов, город Митрингаль. Окей. Так, наверху особняк семьи Оксневиль и внизу город Митрингаль. Ну, давайте заценим город для начала. Но нет, да? Да. Что-то мне подсказывает, что ключ надо будет покупать у торговца.
curse bearer. Ля какая. Very Леди dangerous affliction Хелене. before me. Проклятый, ты принес Yet с собой I smell опасные fear upon your невзгоды. flesh. И все же я чую, как от You may тебя approach. пахнет страхом. Ты можешь подойти. Окей. Who is the woman that speaks before О, me? даже главный герой озвучен. Прикол. Кто та женщина, говорившая до меня. An interrogation will not Не serve you стоит well. задавать много вопросов. Сердце твое Your полно heart мрака. is И murky недостойно and милости unworthy of the mercy особняка of the lady of the Хелене. manor, Helenia. Привет, красный ананас. Слава сэр великому Ленину. Да. My lady. Миледи, You speak with respect, ты показываешь only мне now жизнь as I только reveal лишь myself сейчас, to you. поняв, кто я такая. but your Но curse проклятие will твое always всегда burden будет you. с тобой. Многие Many подобные others тебе like you ступали have на dwelled порог here in the особняка. manor. Блин, вот примерно так и выглядят, да, фанатки Wednesday и там и прочее, да. Ныне же вообще не существует нефров, которые именуют себя готами. По-моему, не существует. Нет. I feel a familiarity Я with this чувствую, что место place. это мне знакомо. A Но pull не I могу cannot explain. объяснить, почему. Многие Many призвали would бы implore me меня to seek freedom. искать свободу. Но But свобода freedom is not не this главное life's ultimate сокровище в treasure. этой жизни. Understanding is what I понимание. seek. Окей. As do I. Как и я. Да, как и все мы, скорее всего. Then seek it. Так ищи же. Return to me with your Возвращайся ко мне со findings and своими открытиями, experiences, проклятым. cursed one. И через наше общее And through понимание our ты станешь еще understanding, сильнее. and pray, И would you do me a помолитесь, будьте kindness добры, in turn? окажите мне любезность в свою What would очередь. you ask of me? И что вам от меня надо? I have callings Меня elsewhere. зовут в Yet другое I место, но remain. все же я остаюсь тут. I Я yearn for this истосковалась по place. этому месту. For those По here тем, with кто me, был тут со мной. if you discover a teacup, Если во most время blessed on испытания your найдешь travels, благословленную чайную deliver it чашку, to будь me. добр, принеси ее мне, ибо For a люди не lady могут cannot remain in поблагословиться one в одном place for месте. so long. Чайную чашку ей надо, видите ли. There are whispers throughout the В manor, особняке услышишь шепот, whispers that reveal шепот, ведущий к secrets, тайным заклинаниям. spells. You will come to Тайным understand soon enough. заклинаниям. Очень скоро ты все поймешь. Она типа как кукла из Bloodborne, как хранительница огня из Dark Souls. Окей, это нормально. Так, физический урон, защита. Ага, понял. Так, ловкость. Так, ну повышать урон будем, я думаю. Так, окей. А тут закрыто, да? Да. Ну, пойдемте в особняк. Ух ты. Устал, да? А, нет, смотри-ка. Зараженный какой-то хренью. Все, превращаемся в кого-то. Ага. То есть пока еще не превратились. What is this place? Что это за место? Ah, a wanderer. О, скитальница. Around И в these наших parts, местах, в твоих венах и you продать truly have hardy blood coursing through your к veins. сожалению, нет. Я Марк, и я Blood that I нахожусь regretfully do в not храбрости possess. бутылки. I am Mark, А где and this here бутылка? liquor is my Марк, courage. где бутылка? Я не вижу. This liquid keeps my Эта heart жидкость beating. заставляет биться мое The сердце. only way Единственный to heat способ up my погреть мой sunless world. бессолнечный мир. This Это curse has проклятие shackled me to приковало меня shadow, к тени. away from my Заветной beloved любовь Mithringal. Мithrinгаля. Понятно. Теперь мы знаем, где бутылка, если что. Mithringal. Митрингаль. Расскажи мне об этом Tell me месте. of this place. I recall my days in Mithringal это with место fond называется Mr. Митрингалем. Я Wanderer. уж подумал о Yet it is a своем city that бойфренде, now так exists сказать. merely in my dreams.
Тепло contamination вспоминает smote дни, what I held проведенные most Митрингаль, dear. славный скиталец. The И cloud все же still город holds the этот city теперь существует hostage. лишь в моих грезах. Зараза Hence уничтожила why все, I что было remain так here, дорого мне. Над with городом no до сих пор hope висит of зловонное forgetting. облако, поэтому я здесь. И ужасы эти мне не забыть. Despair and distrust Отчаяние и has сомнения overwhelmed the обуяли мой people. народ, как и наши Just like our предки. Мы ancestors, ставим под we сомнение squabble верность and друг doubt другу, each но other's так и не loyalty. научились на их We've ошибках. not learned from them. I know of a man. Знаю такого. He Он sought пытался to rid us избавить of нас such от этого chaos. хаоса, совершить It is seldom that благое one дело, steps что в forward наше to время do what is редкость. right. Его называют Германом. They call him Herman. Найди его, пока зараза You полностью не must поглотила seek him тебя. out before your indisposition takes you. В Bloodborne тоже же был Герман, да? Tell me how to find him. Расскажи, как мне его найти. I cannot. Не могу. The path is clouded. Мой путь My eyes fail me. покрыт мглой. Глаза мои подводят меня. Да, Герман, старый охотник. А, тот первый босс, да? Ну, то есть до этого огромного из сраки. Типа, падший охотник такой был. Here. Да, вот. I Дарую bestow тебе this это weapon upon оружие. you. О, как там его называют? What do they call you? Ah, you are branded. Клеймо. Пистолет ночной погибели. Современное огнестрельное оружие, вдохновленное мастерством древних. Этот образец собран по древним чертежам с поправкой на мутации современности. Этот образец, на удивление, легок и может без труда пробивать толстую кожу хладно. Eric, Эрик, it will help protect your так ты body. защитишь свое тело. Your heart, I fear, may not be so fortunate. Так не повезет. Take this key. Возьми этот ключ, надеюсь, ты I hope найдешь you его find a применение, use ибо for мои it. силы уже на исходе. Ключ, Марка, говорят, им пользуются таинственные души. Носитель этого ключа войдет туда, откуда доносится небесный шепот. Во врата среди корявых древних растений. Ходит разговор на странную сущность, преследующая всех, избивающих с толку. Она заключена в 4 стенах, там у нее пристанище. Ну, окей, это прикольно, хорошо. Типа, куда применить ключ? Это подсказка в описании. Довольно неплохо. Ну да, прям напоминает, ну, атмосферкой, вот это вот всей вот, ну, так сказать, тематикой этой всей. Bloodborne, конечно. Но также и Симфония ночи напоминает. Mithringale. Blasphemous. Tell me of this place. Ну, Blasphemous, оно напоминает чисто из-за какого-то вот это вот... из-за музыки скорее. Вот это вот такое. Она мне напоминает Симфонию ночи. Митрингаль, расскажи мне об I этом recall my месте. days in Я Mithringale тепло with вспоминаю fondness, дни, dear проведенные в wanderer. Митрингале. Yet Славный it is a city скиталец. that now exists merely in И my все же город dreams. этот теперь существует лишь в моих грезах. Зараза уничтожила Contamination, все, что... smote, despair, and distrust has. Surely, if I were Mithringale, I recall despair, and surely, if I were to leave, it would. Ладно, пойдемте. О, телепорт. А, подожди. А может ли быть, что это было... Так. Вот, в часовню может не надо. Не открывается. Нет, не отсюда ключ получается. Но проверить стоило, конечно. Так, ну что, давайте тогда пойдем дальше. Ну да. Прикол. Я могу метаться предметами, стульями. Так, письмо жителя дома. Когда вокруг начался сущий кошмар, мы спустились в известный многим проход, который должен был вывести нас в безопасное место. Но нам преградил путь зловещая тень, и мы поняли, что нам пришел ужасный конец. И написал я это, когда умер. Блин, ну что за прикол с этими письмами всегда? Иногда в них нет, но нет.
Электрошок Барсова. Оружие, которым прибегают в случаях крайней необходимости, было изучено и использовано Эфирным орденом для пыток неверных. Позже механизм был переработан Николаем Басовым. Электрошок стал сильнее и до сих пор известен как достаточно эффективное оружие. Мимик. Да, это было бы жестко. Басковым, да. Он самый. Окей, неплохо. Так, подожди. Ебой. Подожди. Это мана тратит. А вот это. Понял, окей. Так, сзади можно. Опять я разворачиваю. О. В смысле? Толкай. Да, я понял. Или я не понял. Подожди, что мне нужно делать? А я точно не могу это сделать? Ладно. Может быть, у меня молот появится? Кто-то опять поставил со стула. Видимо, Марк. Так, ну что, пойдем наверх? Не наверх, а сюда. Это выход. Туда налево пойдем. Как много патронов. Хорошо. Тогда сюда. Да, открылось. Пиздец, это же, да, это голодная сущность. My lady. Why do you push such a heavy burden? Такую тяжкую ношу. Коляска — это не обуза по сравнению с тем, что давит на мой раз. Дети, которых забыл женщина под вуалью. Они выше нас и нуждаются в защите. И только эта коляска в состоянии защитить. Они разбросаны по всему миру, таких как они, много. И земля далеко от этого бренного места. Там они навсегда будут в безопасности. Найди их всех, и я буду непомерным вот тебе благодарен. And I shall show you enormous gratitude. Да. Не, ну разрабы понимают, люди понимают, что всем не хватает Bloodborne, подобной Bloodborne игре, и все клепают по стилистике похожие игрушки, типа мрачные такие, с каретами, вот это вот декоданс, барокко, вот это вот. В качестве босса было. Держи, братан. Ты посмотри.
О, 2000, нихера себе много. Надо пойти повысить уровень. Ух ты, черт. Так, крушитель черепов. Резные узоры, таинственный череп на рукояти этого топора незримо рассказывают нам о его прошлой битве. Судя по стилю символов, его выковали незадолго до падения Эрлима. Возможно, изначально он служил церемониальным оружием, но позже был модифицирован для эффективной защиты от ужасов этого мира. Окей. Да, она прокачивает. Да, топор. Хорошо. Так, ну, блин, надо прокачаться. Пиздец много. Так, окей. Тогда... замаксить сразу уровень урона. Ага. Нифига себе, скилл какой строгий. Ну, скилл оружия имеется в виду. То есть тупо оружие на силу и тупо оружие на ловкость. У них нет какого-то такого типа более слабого повышения урона от ловкости. Например, если это оружие заточено на силу, но имеет небольшой плюс от ловкости, например. Ну, как в Dark Souls или там, ну, в играх от Фромов. Тут такого нет, тут строго. Ну, все-таки, наверное, стоит по ловкости дальше двигаться. Как-то все-таки быстро бить и большой урон наносить. Как-то куда более приоритетнее, чем. Окей, ладно. Так, хорошо. Тогда давайте-ка не сильно упарываться в эту сторону. А ХП тут не в мете качать? Не, скорее всего в мете, я не знаю. Но я всегда так качаюсь в всяких играх. Я всегда урон безумно прокачиваю. А потом уже только ХП. В последнюю очередь вообще. Таков уж стиль моей игры. В плане того, что как можно быстрее закончить бой с боссом. Приоритете у меня ниже, чем там. Ну и потом уворачиваться, там прочее. Короче, в моих планах нету получения урона. Типа такой просто. Да, я буду получать урон и все. Могильная собака. Так, давайте топор заценим, как бьет. Блин, я ни хера не вижу. А почему так хорошо? У меня терпение в Souls-like играх. Я стопину и хп с силой качаю равномерно, чтобы можно было ошибаться. Чтобы можно было спамить кувырок, чтобы наносить больше урона за редким ударом. Ну, я больше парюсь по такой теме.
Так, подожди. А я ведь могу, наверное, да? А если... Да, сидя он не стреляет, конечно, только стоя. Вот бы меч какой-то покруче, поскорее. А, сукин ты сын. Так, тихо, без паники. Блять, какой ублюдок там оставил эти шипы. Да. Планы у меня такие были. Были, да. Помнится, были. Патрики тратить. Oh shit. Так, ну-ка, подожди. Не доходит, да? Блин, ну и пипец. Ну, топор намного лучше, чем нож. Как будто бы. Хотя у него есть анимация долгая. Да-да-да, меч как-то получше. Ну, хотя они типа оба окей. Блин, я как будто бы немного назад сдал. Ну-ка, подожди. Давай по управлению. Да, да, ладно. Или нет, не ладно. Да не, я прям хорошо прыгаю. Там не долететь. Может тут перевес есть? Не может быть. Это же, блин, двухмерная игра, чтобы в двухмерной пиксельной игре был еще и перевес, который снижает ее скорость. Да не может быть. Не, такого нет. Такого свойства нет вообще, в принципе. Да. Ах ты, блин.
Димоксидные пули. На! Хо-хо-хо-хо. Вот это я фаталити, конечно, захерачу. Финиши. Погоди, что-то я рано спрыгнул оттуда. Я, кажется, смог туда спрыгнуть. Ну, тут где-то... наверху у нас... Там еще есть мрази. Нет, смотри. Нюанс. Нельзя. Ладно, предусмотрели, типа. В этой игре дэш точно должен быть. Двойной прыжок. Усиленный прыжок. Ну, такой, типа, с зарядкой. Какая-нибудь трансформация тоже по-любому должна быть. О, здорово. Хуймот. Тебя что-то привлекло? Ваши товары мне не интересно. Жаль. Тебе точно придется себя защищать. Место не прощает ошибок. Моей любимой дочери не нужно. Ее забрали внутрь. She was taken inside that place. Сердце мое тяжело от горя, но все же твоя покупка может облегчить мою грудь. Что скажешь? Ты точно не пожалеешь? What is your daughter's fate to be? Что станет с вашей дочерью? A heavy price, but one demanded by the church. A church with prejudice against its own congregation, sucking the hope out of us all. She is in the chains of these wretched people. Your purchase will be gratefully received. You will return a mere fraction of the warmth to my heart. Но немедленно. Времени у меня в обрез. But be quick, my time is limited, and I must relinquish my daughter from the hell she's in. Он представляет из себя квест, в котором я должен потратить какое-то определенное количество денег. Ну, допустим. Ах ты сукин сын. Подожди, что тут еще есть? Ну, в принципе, ладно. Я уж подумал, там ключ у меня будет. Ладно, патрон так патрон. Еще денег не жалко. Уж точнее. Ах ты, бандон! Не знаю, что я сказал, но я хотел оскорбить его. Но я сделал лучше. Я убил его. Я его поддоном назвал. Охереть мне пуль этих много. Скорее всего, также будет еще прокачка вместимости пуль. Максимальная, типа у меня сейчас 10. Может, чтобы было 15 и так далее. Но я надеюсь на это, по крайней мере. Ой, это прям город. Ля, такой город. Под статуей что-то есть, но она такое тяжелое, что не сдвинуть. На статуе выгравировано кольцо. Кольцо. Значит, нужно кольцо принести. А даме нужно принести
чайную чашку. Постилки камелии. Я какая? Ах ты, сука! Помешанная. Ёпта! А он прям прицельно кидает, оказывается. Я думаю, просто по одной траектории сверху куда-то там. Блин, брат. Чего ты она насрала? Она что, чужая, что ли? Синоморф? Ладно, доклад Института науки. Уважаемые коллеги, как вы можете видеть, размах крыльев у этого хладного достигает примерно 5,5 метров, что позволяет ему свободно находиться в воздухе. Однако, у остальных найденных нами образцов крылья недоразвиты. Исходя из этого, я могу предположить, что мы имеем дело с необъяснимой эволюцией в связи с недавними мутациями. Похожие изменения наблюдались во многих зараженных субъектах. Ясно, это институт виноват, да? Проводили свои странные исследования. Ну, сука, блин. Уличная девка. Блин, она довольно-таки жесткая была, между прочим. Вот она ударяет и потом кал какой-то оставляет на полу. Так, давайте-ка магию попробуем применить. Ну как магию, не знаю, что это. Обалденно! Безликие. Ублюдские карапыши, такие были симфонировичи. Да, вообще в Кастеллоне в целом. Неприятно. В Китае, кстати, 38 можно за 40к купить, а у нас она в 2 раза дороже. То есть перекупы-то сейчас такие. Опа. О, не подходи. Я не желаю, чтобы меня беспокоили. Прошу прощения. Я все же не могу заметить вашу боль. Не боль, а принятие того, что правда так долго скрывалась от меня в этих тенях. Скажи, как звать тебя? Эрик. Эрик. Sürgeci getir bir en kurtuluğu getir. Ulun köpeği. Я знаю о тебе, на что перелетел. Молитва о вас, скорбь, убежище. Много кто приходит сюда за этим. Это место принятия примирения, навязанное нам людьми сверху, чтобы спасти себя от недугов. Тут обитает бессердечный человек, который влечет нас всех на погибель. Это бессердечный человек, который станет причиной нашей гибели. Так что я приняла свою судьбу. Итог, где мне суждено быть. Здесь. Я не могу продолжать жить, пока мой муж не упокоится. Но это невозможно без цветов, растущих только в морском городе. Поэтому никогда не смогу достать их и возложить тебе на могилу, любовь моя. Путь туда опасен, но ты со своим крепким сердцем сможешь его пройти. Ты принесешь мне цветов, Эрик? Конечно. Конечно. Одной надо принести чайную чашку. Этой цветы.
бабушке нужно принести детей. Что еще? Там что-то есть. Блин, долбаный чатик. Давай, подойди. Ой, бля, мне пизда. Жесть магическая. Использование и изучение заряженных звезд было запрещено Эфирным орденом по причине их связи с дочерьми Ночного пролива до тех пор, пока они вновь не были обнаружены группой ученых, искавших убежище от ордена в Эрлиме под защитой Блэкхоллов. Есть в этом мире силы, слишком великие для понимания, но достаточно злобные, чтобы разрушать умы тех, кто думает, будто сможет их контролировать. Окей. И что это такое? О, нет, подожди, стой. Разум. Так, давайте попробуем заряженную звезду. Требование оружия 13 разума. Но я могу одеть его. У меня 10 разума. Инстинктов 8. Но при этом тут инстинкты 10. Тут 10, 8. Блин, может поднять инстинкты до 10, потому что это самое минимальное требование, как будто бы у всего, что есть вообще. Ну ладно. Окей. Топор из кастелвания, все понял. Так, у нас есть молния, топор из кастелвания. Так, нет, не тогда. Лучше молнии как попьянь. Окей. Кто тут лежит? Ну, наверное, это скоро узнаем. Оу. Голодная сущность. Так, подожди, а что такое голодная сущность? Притягивает больше некруса с поверженных врагов. И это убирает урон от огня. Так. Уно моменту. Ну да. Только как она работает? Как монеты из Bloodborne, да? Там же были монеты, я помню. Или это в другой игре было? Ну, короче, как предмет, который повышает временно. На время, сказать. Ну да. Ну да, попробуем. Попробуем. Монеты в соусах. А в Bloodborne еще было. Хитрый, что с тобой стало, чел? Так, не двигается. Ну, тоже что-то было.
Да, тут что-то произошло. Прям. Магнитная бомба. Так. Не понял. Так. Подождите. Там мне не дают пройти. А, вот влево можно пойти. Можно налево пойти. Тут тупик, но мы пойдем налево. Подожди. А как это дерьмо двигается вообще? А, я понял. Ну, короче, будет какая-то способность. И только тогда. Так, там я не пройду. Туда не пройду. Сюда не пройду. Валяются какие-то штуки на земле, типа рычагов, с ними нельзя взаимодействовать. Какие рычаги? Разве были рычаги? Ну там, в том здании, где я был, он не двигается, была надпись. Она не двигается. Так, а может быть где-то есть развилка, которую я пропустил? А, ну типа этой развилки. Опа, она прям пустопа, да? Опять не двигается. Это мне нравится. Oh, you're a dead man, all right. Let me show you my Так, там куча чаки ходит. Патронов до хера. Правда, их надо будет точнее восстанавливать у алтарей. Так. Важно добраться туда, да? Хорошо. Блинское дерьмище. Мать твою! Видите, сит. А, кстати. Yeah, baby. Ах ты мат.
Тео. Нормально. Пришел туда, куда надо. Сделал то, что требовалось. Охуенно. Да, она таки неплохая. Внезапно. Годнота. Так, а тут что? Подождите. Путаю кнопки. О, чекпоинтес. Магия. Босс, да? Нет, блять, ну или что-то типа того. Сука! Блинское дерьмище. Ядрить мне скушали. Так, сейчас. Блин, это серьезно? Да. Да блин, тут перекаты не дают фрейм неуязвимости. Блядь, я сейчас могу проебать с моей души просто на изи, скорее всего. Я уверен в том, что не потеряются, если я умру. Блин, что ты делаешь? Блин, не то нажал. О боже. Да подожди. О, все, теперь поговорим. А теперь мы поговорим. Ублюдок говна вонючего. Ты решил ко мне лезть. Да я тебя сам страшно. Хладный щитоносец. Неприятный. Особенно если он рядом с какими-то ублюдскими собаками. 1000. Неплохо. Ух ты, блядь, ты кто? А, это мини... Чел. Заблудший хладный. Как первый босс, с которым мы дрались. Зажигательный парашют. Еще косарь. Сюда. Так, давайте путешествуем. Dark Souls на болото такой модный. Премиум. Спасибо за фоллоу. Спасибо. Так. Копипиздинг по полной. Но грамотный и хороший копипиздинг. А то люди копипиздят и толку от этого. Кайфа не получаешь, вспоминаешь о хорошей игре. А тут и как бы игра хорошая. И ты такой типа хороший копипиздинг, хороший. Так, а что я по итоге получил?
Большие залы. Так, западный район, старые руины. Так, район. Подождите. А что это за... А, это типа я. Понял. Так, ну что ж, тогда идем сюда, конечно. Что стоит делать? Так, и посмотрим на карту. Так, что я сделал? Давайте попробуем вернуться тем же путем, когда мы пришли сюда. Да, неплохо, неплохо. Урон хороший, хороший. Стал намного быстрее мочить его. Да ёпта, упал. Да ё-моё, ну что ж он такой падкий. Вон отсюда. Мне нужно выбраться из этих 4 стен, я в клетке не могу расправить крылья, мне нужна помощь. Момент. У вас шумные соседи. А что он сказал? Я не расслышал. Ну, озвучка, что есть, ну, вот, то, что есть вообще что-то прям удивительно. Давай, собакина. В стороне кал бегаешь просто. О. Sir, allow me to assist you. Сир, позвольте вам помочь. Проклятие, не подходи, негодяй. Это не место для путешественника. Какой же ты упрямый. Ты бы мог помереть, дружище, еще и в моей хате. Это ваша обитель? I know of a much safer place. Пытаешься меня обдурить, дружище? No, it is a safe place for many. A place free of scourge. I've heard whispers over it, but only whispers. От него мне мурашки по коже. Вот так. How do I know that I can trust you? Понять, что я могу тебе доверять, ты же не один из этих тварей. Perhaps you're concealing yourself. It's exactly the manner of deception I'd expect. You could be after my artifacts. Technology many would marvel at. I assure you, I am merely seeking to find my way. I suppose it's the best offer I'll get. Aye, be seeing you at the manor. Мариано. Механическая бомба. А, окей.
Угу, понял. Все встало на свои места. Ля какая. Ты смотри. И убежала. Ну она типа... возможно, босс. Да. Урон существенно больше у нее в жизни. Походу еще и критует, типа чаще. И коротышки стали подыхать быстрее. Кайф вообще. Хороший билд у меня, хороший. Просто тупо вкачал на урон и доволен. Камелии. Так. Не открывается. Ёпта, и он мне урон нанес. Ага, понял. Видел я такую цепь. Ну, тут только его кусок. Хорошо. О, ништяк. Старый пепел. Этот пепел производят студенты-алхимики в Институте науки под руководством старших научных сотрудников. Техпроцесс отработан, и они слепо следуют инструкциям. Ничего не знаю о древних технологиях, лежащих на основе этих формул. Знания эти утрачены, никто больше не в силах их восстановить. Окей. Так, тогда. Давайте попробуем пройти в особняк. Там, наверное, этот чел в очках что-то сможет сделать. Скорее всего, не тут, а в кабинете. It seems you were right, Похоже, ты был laddie. прав, дружище. This place sure did come Добра up with тут the и правда goods. предостаточно. Fancy anything you see? Что-нибудь приглянулось? Улучшить оружие.
Так. Не понял аж. Сребролунный камень. Блин. Ах ты сукин сын, а он и продает. Смотри-ка. Сребролунные камни за 1800, а лучше не 1100. Собака какая. Еще и другим мне назвал. Ладно, будем топить, наверное. Хотя можно прокачаться. Ловкость 80. Точнее 29, но урон 80. Так, это хорошо. Это прям интересно. Это прям... А подожди. I am gratified to lay my eyes upon. Я рад снова видеть тебя. Подожди. Кому отдать алхимическую тему? И навряд ли, да? Так, восточный район пошли. Блин, надо было его добить. Финиш хим сделать. Ах ты мразь. Бля, я не то нажал. Так, где-то рычаг, значит. Так, 1800, значит. Нет, 2700, а 2900. Ну, опять. А я забываю, кстати, юзать эту тему. Как она называется? Вот это. Блин, не так. Блин. Вот теперь я стал безумно близок к лучшему.
здесь. Хотя нет, наверное. О, есть. Слава богу. Я думаю, инквизиция. Блядский стыд. Охереть, я правду свою. Статики. Так, только бомбы поставим. Так, постилки, статики, зажигательный порошок. Добавляет огонь к оружию. Да, вот это. Блять. Подожди, а что она делает? А, да? Тогда... Блять. Так, ух ты. А, это оружие. Вы делаете выпад, постоянно генерированный взрыв. Нихера себе, здравствуйте, блядь. Не пизда. Не пизда. Не пизда. Да я хуею, он просто коснулся меня, но это не серьезно. Щит. А, на мне шрам появился, кстати.
мать твою, мать твою, мать твою, мать твою. Бля. Очень неприятно. О, целительный, найс. Так. Да ёпта, не смог. Так, посмотрим на карту, где я был. Такая же неприятная тема. Этот сраный... Нихуя ты конченый. Некрогаш. Больные. Так, 2800. Кстати. А нет, мне 2900 надо же. Так, подождите. Тут, я надеюсь, еще есть что-то. Да, есть. Так, и где-то я? А, я тут был. А, ну балдеж. Так, подожди. Мне нужно найти мопцов. Двоих просто хотя бы. Тут неподалеку должны быть же. О боже, как же далеко приходится бежать. Ну, в принципе, этого достаточно, но... Почему бы и не побольше? Так, не, короче, будет пойти по этой стороне. Все, 2900 есть. Сейчас прокачиваем оружие и посмотрим, насколько существенный прирост у нас в уроне будет. Позырим. И любопытно, интересно, есть ли разница между режущим и каким-то любым другим уроном по отношению к другим, ну, по отношению к разным опциям? Скорее всего, есть, да? Потому что есть количество, и прочее, что-то с наложением. Как будто бы должно быть. Да, так, окей. Хорошо. Так, ну чё, да, нету, хорошо. Берем одну штуку и улучшаем наш меч. К сожалению, ловкость не повысится в плане урона, ну точнее скейла. Но урон будет 72 и 24. Получается 72. А, я урон 60 наносил. 20, ну типа 80. Крит урон. Крит шанс 3% всего-навсего. Окей, неплохо. Довольно-таки окей. Жалко, что оружие как-то не видать
изменяется. Ну не знаю, хотя бы в цвете, если не в форме. Да, в цвете было бы прикольно на самом деле. Так, хорошо. Мы там открывали дверь, пошли туда. Как раз с прокачанным оружием. О, в 3 удара отлетает. Ой-ой-ой-ой, хорошо. В 3 удара всего-навсего. Кайф, чисто. Тупо зафейсролил его. Отсюда поднялись. Два удара мелкие ублюдки отлетают. Прикольно. Да, довольно-таки мощный стал. Хорошо. Так, уже 2300. Набрали. Магнитный порошок. 2300, 2300. Подхилимся. О, чекпоинт, значит босс. Значит босс. Какой-то очень сложный сегмент будет впереди. Вот мне явно дадут способность сейчас какую-то. Да почему я урон получаю, алло? Так. Никакого механизма отключения этого не было. Окей, ладно. Все, босс. Явно босс. Что-то давненько боссов не было, между прочим. Это прям, ну как-то это... Хочется. Серьезного челленджа. Так. Я молюсь за безопасность, за то, чтобы свет вернулся к нам. Спаси нас от холода. Освободи наши сердца от этого.
Нужен ключ. Окей. Так, что-то прям между боссами огромный такой огромное серьезное расстояние, так сказать. Нужно 2. Окей, покупаю. Ладно, наконец-то. Хорошо, серебряный. Я сейчас знаю, что сделаю. Я знаю, что сейчас сделаю. Я сейчас просто возьму и улучшаю свое оружие на 2 просто. На уровень 2. Это прям сильно, скорее всего, повысит мой урон. Просто очень сильно. Пиздец. Все. Я мощь. Я просто мощь. Так, надо ловкость повышать, чтобы этих уродов в 2 удара убивать. А этих вообще шотать скоро будем. Тут не пройти.
Ключ от офиса Германа. Носитель откроется вход в глубину к самому древнему знанию, запертый в стенах Инквизиции. Марионетки, неоспоримой силы во главе с доктором Р. Германом, они погрузились в самые темные глубины во имя веры. Ужасные эксперименты, скрытые от людских глаз. Но зачем они? Окей, ключ, все. Так, подожди. Тут вообще без вариантов, да? Так. Красненькие закрытые двери, да? Угу. Опа. Доктор Ридли Герман, не подходи ко мне. Нет, прошу, стой там, я не могу. Я нашел это, не подходи. Прошу. И все равно подходит. Ой, да. I have finally done what I sought out. I will not let you do this to me. I know your soul. One of a cursed man who destroyed the life I... Вторая стадия. Блять. Нихуя себе. Вот это... Блять. What the fuck? Ебать, ты что за хуйня? Блин, кровотек ебаный. Нихуя себе. Окей.
2 фазы. Впервые босс с 2 фазами. Так, это надо как-то смазать оружие на огонь. Надо. Да ебанутая дерьмище, сука, я стоял и хилился. Блин, а вот эта тема с уроном, она на русский плохая. Ну, что дает огненный урон. Да, она у меня в нулину. Так, тогда... Что у меня еще есть эффективного против этого говна? Ожоги. Не то. Редкость смесь сделана из идентификации оружия. Идентификация оружия. Ну, посмотрим.
Блядь, ну... Я ж присел. Любое оружие с эффектом, оно как бы эффективно против него оказывается. Блин, кстати, наверное, против него тогда электричество хорошо пойдет. Что я делаю? Нахуй. Умри, тварь! Господи. Дитя с первым что? Неплохо. 6000. Неплохо. Так, подожди, но это великолепно. Но сначала я, пожалуй, сгоняю, прокачаюсь. Так. 6000, да? 6000. Хорошо, так. Посмотрим. Чертеж прототипа. Угу. И тогда он будет Б. Окей, неплохо. Чертеж прототипа нужен, значит. Тогда просто прокачаемся. Так, дальше. Смотрим, что мне инъекции нет. Блин, я забыл записать этот момент. Ну ладно. Так, двигаемся. Да.
В общем, убили этот босса где-то с 5-й или 4-й попытки. Такой довольно-таки на самом деле легкий, но я на нем что-то долго не страдал. О, окей, кто это? Those are not familiar Я не footsteps. узнаю этих шагов. Кто это? Who are you? Аннабелла. Eric, Эрик, I've come to я help. пришел помочь вам. Where is Ladakh? А где Ладак? I do not Я не recall помню any никакого Ladakh. Ладака. Кто это? He is the lord of the Теперь он владыка cathedral. собора. He... Он этот ступник с You are a тяжелым defiant with сердцем. a heavy heart. Некрукс завладеет тобой. I feel a Я force чувствую, taking как меня hold. овладевает некая сила. My heart is Сердце мое weighted. спокойно. My mind Разум is мой clouded заволокли with сомнения. no light И to нет guide со мной me. путеводного света. And now I have И killed the теперь я one who убил was meant to grant того, me кто должен был salvation. дать мне спасение. His blood Кровь on его my на hands. моих руках. Herman, a Герман, man seeking человек, a который cure искал for the лекарство от mutations. мутации. Alas, И все же тебе от you этого must seek comfort from должно this. стать легче. Герман был не тем, Herman was not the man за кого many себя thought him to выдавал. be. Окей. Why do you speak these Почему вы все это words? говорите? Кто вы? Who are you? I am Annabella. Я Аннабелла. I was Я trying to пытался find найти a лекарство cure от for the мутации, помочь mutations. Герману в изыскании, Help но он Herman сошел with с his ума. research. Я не смогла одна But нести he эту went ношу. mad. Затем он заточил I меня couldn't carry it в on темницу. alone. And then he imprisoned me. Herman was determined to Герман желал read as силой much as possible from me by выведать у меня все force. возможное. Эти лаборатории These больше, чем laboratories кажется. are more than the dead are sacred Мертвым within здесь these относятся с большим walls уважением и заботой, and чем attended to живым. with У нас more под care ногами than платят any те, living кто being. обитали тут до нас. Under our Жители feet влиятельных и богатых. are the В этом мире chambers of the много city мест, dwellers где who люди came попадали, before. где люди попали в Dwellers ловушку. of we must not Мы stop не должны until останавливаться, these пока эти люди people не are будут free from свободны the от threat страха, of the свободны от heinous, обещаний, которые они не дали. free from the promises Которые they они дали proclaim. очень Of давно. what do you speak? О ком это вы? They are ancient О forces древних of evil, развращающих силах, branded onto sacred objects, помещенных в священных corrupting предметах. them. Многие не Many do смеют not dare произносить utter их their имена, name, так как они разрушают их as разум. they corrupt the Но я minds не of приемлю many. сей страх перед именем, ибо я вижу страхи I более condemn such непредставимые, fear of a чем name, сепулкри. for I see many horrors more unspeakable than the sepulchre. Сепулкри. You have my Будьте assurance of уверены, help, я помогу, Annabella. Аннабелла. Eric, Эрик, имя the полного name of смятения a человека, troubled man который who еще does не not yet знает, know чего his ждет. way. The Nightcrux will be Что your его ждет? guide. Никрукс будет attracts твоим them, провожатым. you see. Он их приманит. Вот They увидишь, will они find найдут you. тебя. That is a fate I am Я not более не eager to желаю dwell on. цепляться за эту Then жизнь. you understand Со временем fear. понимаешь, что страх That is courage in сам itself. по себе, что страх, типа, наличие страха — это храбрость. Ну, You короче, must не leave знаю. this place. Покинь это место. Find Найди shelter приют at the в manor. особняке. What about you? А вы что? Что будете делать? Rid myself of this Избавь меня от affliction. этого несчастья. Find the Lord of the cathedral Найди of which you владыку speak. владыку It's the best собора, hope который I я have. упоминал. В нем вся моя надежда. Lord Ladakh is not Лорду to be Ладоку trusted. нельзя доверять. Его дух проклят за His spirit is таёмными cursed by the сущностями unspoken прихода beings. Юнос. I will take Я care. буду беречь себя. Very well, Очень хорошо. Надеюсь, but после I hope to встретимся в see you особняке. also at the manor. Всему свое время. Я нашел то, о чем слагали легенды. Этот драгоценный камень дал мне возможность управлять гравитацией. Путь к освобождению. И все же я чувствую в нем что-то, некую ярость, какую-то тень. Понял. Вот и появилась способность двигать камушки. Так, ну-ка, давай попробуем. Хорошо. Сереброломка. Так. Тут этих сраных камней было до хера, кстати говоря. Их было овер до хера. Вот это явно камень. Тут точно не помню. Ну вот тут этих камней просто завались.
Анонимка. Я видел, как двух невидимых оракулов насильно изгнали. Они были даром этого мира. Их близость с безымянными таинственными сущностями была уникальной и благословенной. Мало кто может похвастаться таким близким родством с неведомым. Ну как сок, это энергетика. Блин, пить или не пить этот энергетик? Хорошо, сколько идет стрим? А, 5 часов, да? Давненько мы так не стримили. Нормально. Хорошо. Так, что в коробке? Полутемная руда. Мне чертеж нужен, прототипы. Скорее всего, полутемная руда нужна для прокачки пистолета или магических предметов, не знаю. Попробуем пойти туда. Нормально так стал разбираться с этими челиксами. Хорошо. Четко, четко. Very good, very nice. Так, подождите. Так, давай-ка наверх пойдем. Это кабинет, он так выглядит. Странно. Так. Так, это красный. Так, вспомнится, там фонтанчик какой-то был. Вот к нему надо кольцо применить. Так.
просто перенестись. Так, восточный район, да? Давай сюда. Два удара отлетают. Офигенно. Так, тут цепи я ломал. Но где-то должна быть тема с коробочкой. Откисай, как говорится. Так, это лифт, ага, так, хорошо. Не, ну, вообще по сюжету куда двигаться я понимаю. Но я тут сейчас о другом. Я тут больше сейчас занимаюсь тем, что ищу коробочки. Метки ставить можно, заебись. Так. Так, а вот это непонятно. Вообще непонятно. Лол. Граф, я больше не могу. Время мое на исходе, а боль моя неумолимо держит меня в тисках. Чувствуется в беде. Скиталец, ты не понимаешь. Страдания, перенесенные мной, просто невозможно представить. Расскажи, где Герман? Он мертв. Мертв? Не может быть. Это не может быть. Просто не может. У меня не было выбора. Никого из нас не было выбора. Этот опасный мир затащил меня в свою яму. Поиграл со мной отбросил в сторону, словно я уничтожил всю грязь. Но пришло мое
Пора вести игру. Взять то, что не считается величайшим солнцем, прославленным из мест. Вы когда-то величественных островах располагаются города чудес. Жадность убила их, обитательниц зла восстала из пепла, но только у одного было взять под контроль порядок на островах. И даже закрылся в своей обители, пока они не пришли по его душу, измученному проклятые, это их рук дело. Они покусились на достоинство жителей и украли все то, что мне было так дорого. Я слышал молву о величественном сооружении, освященном говорит красивейшим серебряным сиянием. Я должен вернуться и вырвать его из костей зла и предательства. Так, хорошо. Местная пещера. Любопытненько. Трупы всякие. Тут же кто-то есть. Ампула слез Эрлима. What the fuck is this? Со временем немедленно восстанавливается здоровье. Окей. Хорошо. Прикольная тема. Блядская шлюха. Пещерная. Сталактитная. I will find you all right. Да? А, это ты делаешь? А я уж подумал, что... Тут цепной хер. Так он различный создает деревья. Зараженные жители. Так, а чё они такие прям крепкие эти ребята? Так, я явно туда не допрыгну.
Так. Я уже отсюда типа не выберусь, пока не ударь. Это было быстро. Увеличивать сцепление с гладкими поверхностями. Мишки-миш. Требования тогда сразу. О, нифига себе, уже 1400. Неплохо поднимается. A field of death. Поле смерти. Говорят, что им владеет один человек, используя как полигон. Слышал, что он крадет тела. Она про Герман. The Sea City. I've heard only whispers about it. Можете рассказать больше? Место, где принесли множество жертв божеству, о котором мы не говорим. Место, топающее в богатствах и тайнах. Именно богатство и свело с ума жителей города с серебряных мостов. Богатство еще там, ждут своего счастливчика. Многие хотели получить их. Может, у тебя получится?
этого везде всюду видел эти странные ящики. Монолитные эти коробки. Теперь их ни одного нет вообще. А вот он. Две 700, ё-моё, жесть. Стены. Местная пещера. Так, 4569, да? Это, ну, в принципе, что еще остается? Давайте прокачаемся. Pardon the interruption. Извините, что прерываю. It is not me you Не мне impede, ты перечишь but the богам, gods to перед whom I которыми я answer. в ответе. Но боги However, эти they весьма are gods милосердны. of the highest Так, mercy. сейчас подойду. Ой.
Так, я тут, если что, подойду.
Да. Жестко я задержался. Жестко. Так. Черноголовка мандарин. Прикольный, кстати. Хороший вкус. Вообще по кайфу. Чувствуется реально мандарин. К Новому году самое то. Или просто для приятной атмосферы. Пошли. I am grateful for their clemency. The path to where you seek may not be so forgiving. A path blockaded with danger for a long while. Only death and despair you will find if you are successful in your quest. The truth may betray you or steer you to madness. Remember that. I have witnessed lonelier men than yourself foolishly pursue a possession they were never destined to have. Once a betrayer who scoured fruitlessly for what he desired, recruiting the lowest of the low to seize what he deemed rightfully his by despicable means. That is why I pray to find answers to questions I have, and to some I do not. The spirits that haunt these lands... Then you must stop before you become infected. Your concern is appreciated. However, your apprehension needn't be focused on me. I sense you have much to do. Oh. Урон от холода, морозный эффект оружия. Окей. Интересно. Ну это я куплю. Это я, пожалуй, куплю. Pray, tell me more about the... You must not utter so freely about a force that we desperately... Could I provide... Perhaps it is a path you could take. Although, should your weak body attempt to absorb such might, return to me, for I may be able to bolster what little strength you have. Так. Так, там тут наверх. Так. Тут поставим метку типа чел. Угу. Так. Блин, куда больнее бить стал, по-моему. Намного больнее. Я этого с 4 ударов стал убивать. Опа. Что такое? Старик Уиман. Тело и душа ее были напрасно. А, это старик с дочерью, который... И вот результат этого прегрешения. Это момент, который я никогда не выброшу из головы. Я позаботился о том, чтобы человек, схвативший ее, выползал свой долг.
еще одной ловкость прокачать и 9 ударов буду делать. Лечебная кобура сделана в городе. Кобура для дополнительной инъекции стандарта. Ага. Так. Тогда сейчас мы идем вниз в дверь. Да. Полинская шляндра. Так. Так. Вот этот прикол я не понял сейчас. Стойте. А куда мне пиздохать тогда? Я, может, правильно шел вниз? Кританул. Так, вот склеп. Инквизиторы. Так, давай попробуем отсюда пойти. Нет. Окей.
Охереть можно. Хотя бы стрелок ударил. Раньше меньше четырёх. Требовали к себе. Бля, да ну нахуй. Пиздец. Я только что проебал, да, все эти души, которые у меня были. Вот интересно. Я правильно все понял? Я все правильно понял.
Охереть. Тут был секрет. Все-таки есть секретные стены. Я ебал. Здесь надо столкнуть ящик, насколько я понимаю.
4 часа ночи. Или утра. Это как посмотреть, так сказать. Это как посмотреть. Ну, в общем-то, да, довольно-таки интересная, неплохая игра. Очень хорошая. Так. Думаю, будем проходить до конца. Будем. Так. Окей. Ладненько. Привет, Зедрин. Ты уходишь? Ну да, 4 часа ночи. Ты шо? Смотри, какой этот вот сделал. Оверлейчик. Монитор большой сделал. Вот чат, видишь, у тебя какой стал? О. У тебя собственный монитор там есть. Да, нормальный. И я такой по видеосвязи. Такой типа, подними трубку. Я на видеосвязи. Телек нашел. Какой? Вместо монитора подключил. Ну да. Норм тема. Ну, правда, на нем ты, конечно, большие частоты вряд ли видишь. Ну, типа выше 60. Широкоформатный. Но я так тоже делал. Когда у меня второго монитора не было. Задержка отклика, да. Там вообще так. Чисто такое. Ну, как дополнительный монитор, там, не знаю, чтобы... Ну, чисто, чтобы он был. Нормальная тема, хорошая. Как временная мера. Вот ты такой ко второму монитору привыкаешь, ну, вот, к телеку, а потом такой начинаешь сильно задумываться о том, чтобы, вот, было бы хорошо, если бы это был бы нормальный монитор. И потом, когда берешь нормальный монитор, вообще по кайфу. Квадратно хотел перед кроватью повесить, чтобы в Silent Hill играть. Неплохо. Мы сегодня, кстати, прям ностальгировали. Игру PlayStation 2 рассматривали. И я нашел игру детства, которую очень давно искал. И я вот думаю его поиграть на стриме. Но после того, как пройду Last Fate, там... Ну, блин, у меня очень много игр, которые надо пройти. Last Fate хорошая. Надо будет завтра Alan Wake пройти. Монитор разбитый я нашел, там мозги целые. Дотошит за $30. На китайском сайте продается. Другую матрицу не смогу подкинуть. Нормально. Я когда в Таиланде жил, я ж там телек нахуй разбил случайно. На него эта дверь от шкафа упала, когда я чинил его. И в общем, я вот думаю, что тот телек можно было продать на самом деле. В нем чисто вот монитор, ну, экран разбился. А в остальном-то внутри все с начинкой-то все окей было. Да. А я его взял и выбросил. Ну, что поделать. Мне сильно отсвечивать нельзя было. Вчера нашел клавиатуру, сегодня гарнитуру наушников и 3 коробки конфет. Блин, ты чем занимаешься? Тебя что, база кормит, что ли? Или что? Что за... Что ты все находишь? Откуда? Откуда ты находишь? Что за прикол? База кормит.
Не, я просто по улице иду, слушаю мантры и подбираю то, что мое по праву. Интересно. Ну, почти, получается, база кормит. Только вместо базы это улица. Получается, земля кормит. Да. Интересно. Ладно, я завтра стрим заведу. Реально сформируют твои состояния. Спокойной ночи. Спасибо. Но я ни в коем случае не высмеиваю такого рода деятельность и там прочее. В этом есть прикол. Я, например, если видим какую-то мебель годную, то без Б вообще берем. Типа старую какую-то выброшенную мебель. Похуй берем. У нас, ну, типа, если мы находим такие вещи, ну, вообще, если вот идем, да, и вдруг видим, о, нифига, надо будет потом прийти забрать, то у нас цель реставрация, восстановить этот кал, сделать из него конфетку. Соответственно, я понимаю такие вещи, что порой люди выбрасывают хорошие, вполне себе восстанавливаемые вещи, но им просто лень их восстановить и просто покупают новое. Оно на самом деле в неплохом состоянии, можно починить. Да, такие дела. Ладно, завтра увидимся. И заходи в мой телеграм-канал, там оповещения о стриме всегда актуальны. И спокойной ночи. Пока.